Сегодня узнаем, из чего лучше всего строить дом. Мое почтение, с вами как всегда Сергей Кодолов, и сегодня мы выберем материалы для стройки своего дома. Рассматривать будем блочное строительство, так как в Приморском крае оно занимает 90% рынка. Но если вам интересны и другие технологии, то можете смело написать об этом в комментариях. Из чего нам предлагает строиться современный блочный мир? Кирпич, отсевоблок, адезито-базальтовый блок, пеноблок, газоблок, теплоблок. По каким критериям будем оценивать? Нужно, чтобы дом обладал следующими характеристиками. Был крепким, теплым, качественным, оптимальным по цене, экологичным, не плесневел, был без жучков, мышек и прочей живности, а также не горючим. По минимуму горючим. Давайте для начала поймем, что это вообще за материалы, в чем разница и что это вообще за названия такие. Первый кирпич. Думаю, здесь вопросов меньше всего. То есть это по большей части обожженная глина, хотя в современные кирпичи добавляют множество различных добавок для увеличения морозостойкости, для уменьшения теплопроводности и так далее. Второй — это отсевоблок. Это обычно самый дешевый блок, который вообще можно найти. И обычно его производят два зарубежных гостя. Отсев — это такие маленькие крупицы щебня. И такой блок состоит из 90% этого отсева и 10% цемента. Всю эту массу немножко смачивают водой, она застывает, и вот получается отсевоблок. Андезито-базальтовый блок стоит дороже отсева, но по сути то же самое. Похожая горная порода, перемешанная с цементом, также 9:1. Кто-то пишет, что пропорции лучше, что там цемента порядка 20%. Но фактически, если мы запрашиваем с лаборатории карту материалов, какие там ингредиенты внутри, то мы видим, что цемента там не больше 15%. А вообще чаще тупо 10%, потому что просто так дешевле. Пеноблок состоит из цемента, песка и пены. Стоит уже не так дешево, но также производится в таких каких-то гаражно-поселочных условиях. Пена — это смесь канифоли, клея и там еще какой-то хреновины. Если отсевоблок, адезито-базальтовый блок и пеноблок, например, можно производить как в гараже, но можно для них сделать и такое более серьезное производство, то следующего кандидата, газоблока, можно производить только в серьезном производстве. Состоит он из цемента 20%, из извести 20%, из кварцевого песка 60% и там буквально что-то щепотка алюминия. Ну и вода, конечно же. И последний кандидат, но не по значению, это теплоблок. Состоит он из адезито-базальтового блока, ПСБС, еще адезито-базальтового блока и снаружи там фасадная лицевая часть. И еще добавим одного кандидата, которого буквально запросили секунду назад, это пенополистирол-бетон, то есть это бетон и пенополистирол смешанные. Ну и теперь начнем сравнение. Первый вопрос, который мы прям сразу закрываем, это плесень, жучки, мышки и прочая органика. В блочном строительстве этого нет, так как внутри этих материалов вообще нет органики. Шах и мат, древолюбы. Шутка. Рассмотрим прочность. Кирпич строительный марка М150, отсевоблок марка М100, андезито-базальтовый блок марка М100, пенополистирол-бетон марка М25, пеноблок марка М30, газоблок марка М35 и теплоблок марка М100. Что значит все эти вот М? М — это значит, сколько килограмм на сантиметр квадратный может выдержать тот или иной материал. То есть, если у кирпича марка М150, если я возьму вот такой небольшой вот кирпичик сантиметр на сантиметр на сантиметр и встану на него своим весом на одной ноге, то с ним ничего не будет, потому что я вешу там 75 килограмм, а он выдерживает 150 килограмм. Но если я встану на такой же маленький кирпичик из пеноблока, то я его в пыли раздавлю, потому что его марка М30, он выдерживает 30 килограмм на сантиметр квадратный, а я вешу 75, в 2 раза больше, я просто его расплющу и все. Получается, что самый крепкий тут кирпич, а самый дохлый — это пенополистирол-бетон. А насколько он дохлый? То есть, если я построю дом, он развалится? А если я поставлю один ряд блоков? Ну, один ряд блоков точно не развалится, да? Есть такое внутреннее ощущение. Блоки же стоят просто так, да? А если 2 ряда? Тоже не должен, да? А если 5 рядов? Ну, это уже где-то по пояс, да? 5 рядов. Развалится? Ну, непонятно, да? Ну, окей, хорошо. А если дом 10 этажей я поставлю из пеноблока? Ну, смешно, да? Стопудово развалится, даже вообще к бабке не ходи. Ну, а сколько тогда, допустимо строить высоту, чтобы, не развалилось? Вот сейчас разберемся. Наша стена — это блоки, составленные друг на друга. И самое слабое место в стене — это низ самого нижнего блока. На него приходит максимальное количество давления. Теперь давайте узнаем, какое давление оказывается на вот этого вот малыша в самом низу. На вот этот вот квадратный сантиметрик, который находится в самом низу, давит вот такой вот столбик, тоже площадью 1 квадратный сантиметр на всю высоту дома. И для примера давайте возьмем одного из самых слабых, но в то же время тяжелого пеноблока. У него всего лишь марка М30, а плотность его 800 килограмм на куб. Плотность 800 килограмм на куб значит, что если прям передо мной, вот прям здесь, в
пространстве окажется куб, у которого стороны метр на метр на метр, вот настоящий куб из пеноблока, то он будет весить 800 килограмм, как где-то 12 меня. И вот из этого куба мы вытаскиваем маленький длинненький столбик, у которого площадь 1 сантиметр, а в высоту он метровый. Вот такая вот палочка будет давить на нашего малыша в самом слабом месте. И этот куб, он 100 на 100 сантиметров. Основание его 100 на 100 сантиметров. И получается, что в нем 10 тысяч вот таких вот маленьких столбиков. И если мы всю эту плотность 800 килограмм разделим на 10 тысяч маленьких столбиков, такие разбиваем на 10 тысяч маленьких столбиков. Получается, что один вот такой вот столбик, который давит на нашего малыша, весит всего 80 грамм. И если мы даже строим двухэтажный дом по 3 метра каждый этаж, то есть у нас получается 6 вот этих вот палочек будет давить на нашего маленького малыша, то это давление на малыша 1 квадратный сантиметр составит всего лишь 480 грамм, когда максимум, что он может вынести, в 60 раз больше. И ровно поэтому двухэтажные дома строят из любого мусора, и они не разваливаются. Здесь есть важное замечание. Вертикальная нагрузка – это не единственная нагрузка, которую испытывает блок. Есть и другие, я про них про всех рассказывать не буду, но расскажу про самую популярную. Обычно, когда вы строите дом из всяких бросовых материалов, то изыскание грунтов вы не делаете и строите фундамент там по наитию. Так, значит, в одном из селений мы нашли один фундамент. Как видите, без изучения грунтов, судя по всему, все делалось. Вот такой ростверк сделал, чтобы подешевле было. Земля, она сильная, она выгибается, и если вы фундамент не посчитали под тот, который вам нужен, то земля сломает ваш фундамент и сломает ваш дом, соответственно. Такие вот трещины, да, то есть вот это вот такая балка цельная, и она просто вот земля взяла ее и поломала. Оно взяло вот так, бам, наверх, да, внизу трещина маленькая, и расширяется, расширяется. То есть здесь земля поднялась и вот так вот сломала его. А вот здесь, где маленькая трещинка была, здесь наоборот. Вот под ним земли нет, под ним земли нет. То есть он наоборот вниз провалился и, ну, внизу разошелся такой. Тут внизу лопнул, а тут вверху лопнул. То есть он, получается, винтом вот так. То есть здесь вот так вверх, а здесь так вниз. В институте у нас это называлось эпюра моментов. Очень редко такое можно увидеть. И этот фундамент может давать, ну, чуть-чуть неравномерную усадку. И он начинает чуть-чуть проседать, прогибаться, но для фундамента это там чуть-чуть, но допустимо. А что делать кладке? Кладка должна изогнуться вслед за фундаментом. Но она это делает очень плохо. На сжатие она работает хорошо, а на растяжение она не работает вообще ни хрена. И когда она начинает растягиваться, то она не растягивается, а просто трескается и все. И вы получаете в лучшем случае трещину, а если фундамент осел сильно, то просто ваш дом может развалиться. Я надеюсь, что суть вы поняли. При правильно рассчитанном и правильно построенном фундаменте любая стена толщиной 40 сантиметров пройдет с большим запасом. Также у блоков есть показатели морозостойкости. Обозначаются они английской буковкой F. Обычно меньше 50 лет никто этот показатель не пишет. Пишут 50 лет, 100 лет. Но я за уже свою достаточно большую практику строительства ни разу не видел, чтобы блок раскрошился от того, что не выдержал морозостойкость. И я думаю, что вы тоже не видели, поэтому я думаю, что эту характеристику мы рассматривать не будем. Единственное только, где это можно увидеть, это когда кондиционеры капают на кладку и просто разрывают ее в клочья. Просто кирпич, блок, все что угодно. Вот что происходит с фасадами домов, когда вода с кондиционеров бесконечно капает. Всего лишь 2 кондишки, и они точно падают вот сюда. И постепенно фасад разрушается. Ну, это сложно назвать каким-то естественным процессом, я бы вообще приравнял к терроризму. Моя любимейшая, ну и ваша, мне кажется, тоже рубрика «Цены», опять же, Владивостока. Первый кирпич 14 рублей за штуку, в кубе их 400 штук с учетом швов, раствора 0,22 куба при стоимости 5000 рублей за куб. Итого, сумма за куб материала составит 5600 рублей за кирпич и 1100 рублей за раствор. Итого 6700 рублей в круг. Отсевоблок 54 рубля штука, их 62 штуки в кубе
при том, что раствора на кладку нужно примерно 0,15 куба. Итого 62 штуки на 54 рубля плюс 0,25 куба на 5000 рублей за куб. Итого где-то 4100 рублей за куб. Третий андезитно-базальтовый блок. 73 рубля штука. Их также в кубе 62 штуки. Расход раствора на куб где-то 0,22, как на кирпиче. Итого 62 штуки на 73 плюс 0,22 на 5000. Итого 5600 рублей на куб. Пенополистирол-бетон продается прям сразу в кубах. И сумма 5000 рублей за куб вместе с раствором. Пеноблок тоже сразу в кубах. 4600 рублей за куб вместе с раствором. Газоблок 6900 за куб плюс 400 рублей на куб на раствор. Итого в сумме мы получаем 7300 рублей кубический метр. Теплоблок в кубе 40 штук по 240 рублей. Итого 9600 рублей. Плюс клей и прокладки на 600 рублей за куб. Итого 10200. Сюда было бы логично добавить стоимость укладки. Она зависит от трудоемкости. И в городе у нас стоит где-то от 2 до 7 тысяч рублей за куб. Но разброс просто колоссальный, и я хотел бы рассказать почему. Раньше Владивосток жил тем, что продавал подержанные машины. А потом вырос доллар, пошлины тоже выросли, и люди из продавцов машин переквалифицировались в строители. Дальше расскажу на примере теплоблока, он более показательный. Когда человек первый раз видит теплоблок, он думает, блин, замечательная штука вообще, положил и забыл. И фасад сразу есть, вообще пушка просто. Он дает объявление, назначает минимальную цену 2000 рублей за куб, берет двух парней с улицы и начинает работу. Все, дом построили, все блоки положили, начинает внутреннюю отделку, начинается грибок. Че такое? А все потому, что блок он цельный. И швы просто плохо заделали, холод проникает сквозь швы, встречается с теплом дома ровно на штукатурке. И по штукатурке идет плесень. Ну и все, теперь все это дело нужно ремонтировать или вовсе перестраивать. В зависимости от того, как получилось. Ага, думает бывший продавец машин. То есть те рукожопые ребята, которых я нанял за 3 копейки, да, просто плохо сделали свою работу. Найду-ка я ребят, получше, соответственно. Все, нашел он ребят получше, соответственно, и платить им надо больше, но ничего страшного, он просто назначает заказчику цену повыше, да, 3500 рублей за куб. Дом они построили, отделку сделали, заказчик доволен, живет, все хорошо. Наступает зима, в доме внутри появляется вода, а на фасаде снаружи наледь. Да что ж такое, ругается бывший продавец машин. В чем дело? А дело в том, что пока он был на объекте, рабочие прекрасно заполняли швы, все было здорово, но когда он уезжал за материалами, за документами, они понемногу халтурили, и вот так вот получилось. Это просто элементарный человеческий фактор. И точка росы оказалась в утеплителе, там оказались полости и пошла вода. Легкое пояснение, что такое точка росы. У вас дома тепло, а на улице холодно. И когда тепло с холодом встречается, то образуется вода. Это очень хорошо знают очкарики. Когда ты с улицы заходишь в теплое помещение, у тебя очки моментально покрываются водой. И ничего ты с этим не сделаешь. Когда я ходил в очках, меня это раздражало просто ужасно. И вот эта вода от точки росы собиралась в полости на утеплителе и потом просто вытекла на улицу и в дом. На улице замерзла, в доме потекла. Окей, значит надо, чтобы над людьми кто-то стоял, правильно? Думает уже новоиспеченный строитель. Хорошо, надо нанять праба. Он заходит на HeadHunter, открывает там объявление, там прорабов просто вообще море. Все они пишут примерно одно и то же, многолетний опыт, там все дела, все, берет просто самый кто-то там есть подешевле, назначает заказчику чуть больше, там 4000 рублей за куб и поехали. Прораб не только себя не окупает, но он еще забухивает, ночью вывозит металл с объекта, а потом просто меняет телефон. Бывший продавец машин понимает, что не зря он так долго там висел на HeadHunter и просил за свою работу 3 копейки, потому что он как бы не очень. Он как и человек плохой, и как прораб оказался не фонтан. А хорошего прораба нужно хорошо, основательно искать и хорошо, основательно платить. Мы не будем говорить, какими методами он нашел хорошего прораба и хороших людей. Но мы точно знаем, что у него заняло это много времени, и это все очень хорошие, достойные люди. У них есть машины, квартиры, у них есть дети, а у кого-то сразу все есть. Они не только относятся ответственно к своей работе, но и ответственно подходят к заказчику, фирме, развиваются в своей сфере, проходят курсы повышения квалификации, и так далее. И зарплата, сами понимаете, да, чтобы содержать там машины, дома, семьи, явно выше среднего. И теперь уже фирма бывшего продавца машины, теперь уже получается и строителя может строить дома не чтобы они простояли 1-2 года, а чтобы они стояли много лет, их не нужно было обслуживать, и заказчики могли комфортно жить в этих домах. И стоит кладка уже порядка 5000 рублей за кубический метр. И вот в фирме уже много человек, и бывший продавец машин уже не может возить у себя в машине все договора, чеки, документы, отчеты. Уже нужен бухгалтер, офис-менеджер, и стоимость кладки становится 5500 за куб. И работать, конечно, нужно в белую. Ты не можешь все время находиться в тени и прятаться от государства. И это добавляет еще 500 рублей за куб. И так далее. Весь этот длинный рассказ о том, что цена может быть любой. И по мере развития бывшего продавца машин
машин, развитие его фирмы, развитие его как предпринимателя, растет и цена. Но взамен увеличивающейся цены вы получаете все более сильные надежные гарантии. И если при цене 2000 за куб вы гарантированно теряли деньги, то при цене 6000 за куб вам это строит мощная, серьезная компания, и ваш дом не только простоит там много лет и вы будете горя не знать, но если даже что-то случится, то эти ребята приедут и быстро все исправят, они просто выкинут свои симки и вы никогда до них не дозвонитесь. А ваша задача как заказчика точно понять, какой тип фирмы вам нужен и заплатить столько денег, сколько должен требовать такой тип фирмы. Понятное дело, что любые алкоголики могут запросить цену 7000 рублей за куб, но вы легко можете запросить уставные документы, показать офис, приехать на предыдущие объекты и так далее и понять, то это или не то. Но опять же, другая крайность, если какая-то хорошая, мощная фирма назначает 2000 рублей за куб, то вполне возможно, что там есть и другой подвох. Например, они много заработают, продав вам материал, а дешевые работы выставляют просто как для заманухи. Или просто показываются дешевые работы, а все остальные дорогие работы будут выставлены как дополнительные. Такой метод агрессивно используют компании по натяжным потолкам, когда в рекламе вы видите одну цифру, да, а когда они приходят на место, вы увидите цифру в 3 раза больше. Короче, на рынке методов отъема денег у населения достаточно много, просто будьте бдительны. Следующий параметр, по которому мы будем оценивать наших претендентов, это тепло. Кирпич строительный 0,67, отсевоблок 0,5, адезитобазальтовый блок 0,45, пенополистирол бетон 0,13, пеноблок 0,18, газоблок 0,114, теплоблок 8 сотых. Если объяснять просто, то чем меньше циферка, тем теплее блок. Кирпич самый холодный, теплоблок самый теплый. И также мы видим, что между прочностью и теплопроводностью практически прямая зависимость. Чем прочнее блок, тем он менее теплый. Ну и соответственно, чем более рыхлый, дохлый блок, тем он более теплый. Но здесь тоже вот не все так однозначно. Из всей этой линейки сильно выбивается теплоблок. У него марка М100, а теплопроводность 0,08. А весь секрет в том, что у него внутри находится слой пенопласта. И если вы сильно ратуете за экологичные материалы, то это может быть не ваш выбор. Надо чуть больше бензина. Ну и тут возникает логичный вопрос. Хорошо, все эти стены с разной теплопроводностью, но какой толщины мне нужно сделать стену, чтобы было тепло? Понятное дело, что если мы сделаем стеночку 10 сантиметров, то будет стопудово холодно. А если мы сделаем стену 3 метра, то будет стопудово тепло. Ну а где вот именно прям вот, золотая середина? Золотая середина в следующем. Минимальная толщина несущего блока 300 мм. В наших реалиях 400, потому что у нас все блоки делаются кратно 200 мм. И, кстати, расчет стены по теплопроводности — это дело достаточно простое. В интернете вы найдете множество калькуляторов, сможете вычислить именно свою стену, но я вам дам сейчас прям выжимку. Если мы рассматриваем стены по типу отсева блока, то мы делаем стены толщиной 400 и потом утепляем ватой толщиной 10 сантиметров. Это все относится к кирпичу, к отсевоблоку, к андезитобазальтовому блоку и вообще к блокам вот этого типа, примерно этой теплопроводности. Теплоблок не нужно утеплять, да вы и не сможете, потому что он идет сразу с фасадом. И остался пенополистирол бетон, газобетон и пенобетон. Они проходят прям на грани. А если их утеплить ватой толщиной 5 сантиметров, то начинают проходить вообще с большим запасом. Но если сделать стены толщиной 500 миллиметров, то есть полметровые стены, то при сильных морозах может немного конденсироваться влага в них. В остальное время года она легко выветривается, и лично мне нравится именно этот вариант, и вот какие плюсы. Не нужно использовать вату на фасаде, она не будет сваливаться, то есть тепловые характеристики стены всю ее жизнь останутся такими, как в день постройки. Второе, это мы сильно экономим на фасаде, так как не будут нужны кронштейны, а стоят они как пол фасада. Третье, это большие фасадные кронштейны могут со временем прогибаться, и фасад начинает плыть. А если нет утепления, то кронштейны не нужны, и фасад всегда остается ровненький. Во Владивостоке мы в основном закупаем байкальский газоблок. Он едет к нам аж с Байкала и поступает в компанию снабженец. Там он уже сухой, готовый, лежит и ждет, пока мы его купим. У нас еще есть местный газоблок, но, к сожалению, он безнадежно отстает от байкальского, но я верю, что в будущем наш местный производитель дотянет свое качество. Давай, братуха, настало время утереть нос байкальским коллегам. Когда вы все купили, у вас есть доставка. Где-то в среднем по всем блокам доставка стоит где-то 1000 рублей за куб. То есть если закажете больше, будет дешевле, может быть вообще бесплатные, какие-то гигантские партии заказывать. Если заказываете меньше, может быть и дороже. Блок приехал, настало время его укладывать. Но укладка заслуживает отдельного большого ролика. А если вы хотите, чтобы именно я построил вам дом, то мои контакты вы, как всегда, найдете по ссылочкам в описании от души. Есть очень важный момент — гидроизоляция. Бетон впитывает в себя воду, и дальше капиллярная влага попадает в газоблок.
Чтобы этого не произошло, обязательно используйте гидроизоляцию. Без нее вода попадет в газоблок и потом разрушит его со временем. То есть год, 2, 3 у вас все будет хорошо, лет через 5 он просто внизу развалится.